Американская компания Apple сегодня одна из известнейших корпораций. Ее продукция известна во всем мире, и это не только компьютеры. Сегодня компания выпускает мобильные телефоны, планшетные компьютеры, аудиоплееры, программное обеспечение. Высокая популярность продукции под торговой маркой Apple объясняется прежде всего собственными инновационными технологиями компании. Бытовая электроника, выпускаемая под логотипом этой компании, обладает очень привлекательным дизайном, с самыми современными возможностями и производится по новейшим технологиям. Поэтому продукция Apple была и остается очень популярной и ценимой во многих странах. Фактически, корпорация Apple на рынке бытовой электроники сумела создать репутацию настолько высокую, что ее можно признать культовой. По стоимости саму компанию сегодня оценивают в сумму, превышающую $500 миллиардов. Это одна из самых дорогих компаний в мире. История компании Apple началась более 40 лет назад, когда два друга Стив Джобс и Стив Возняк решили основать собственную компанию по производству и выпуску компьютеров. Официально Apple была основана 1 апреля 1976 года, и именно тогда на рынке появился собранный вручную Apple Computer 1. За 10 месяцев было собрано и продано 175 штук по цене $666. По сути дела, Apple I представлял собой материнскую плату без корпуса, клавиатуры, звука и графики. В феврале 1977 года президентом Apple становится Майкл Скотт. Существенным шагом вперед стал выпуск в апреле этого же года Apple Computer 2, первый персональный компьютер с цветной графикой. Здесь была поддержка вывода на экран различных цветов, разработаны команды для работы со звуком и, следовательно, имелся встроенные динамики и клавиатура. Появилась возможность оперативной смены изображения на дисплее, был блок питания и так далее. Вся эта начинка была упакована в специально разработанный литой пластиковый корпус, что очень выгодно отличало новый Apple от других компьютеров, имевших вид неуклюжих ящиков из листового металла. Тогда же появился известный теперь всему миру логотип «Надкушенное разноцветное яблоко», созданный рекламным агентством Regis McKenna. В мае 1979 года сотрудник Apple Джефф Раскин начал работать над новым компьютером «Все в одном», который был ориентирован на рядового пользователя. Именно этот период и можно назвать началом рождения первого Macintosh. В 1983 году Apple выпустила Lisa, первый персональный компьютер с графическим пользовательским интерфейсом, названный так в честь дочери Джобса, но из-за довольно высокой цены и ограниченного набора приложений эта модель не получила широкого распространения. Хотя с коммерческой точки зрения Lisa была полным провалом, тем не менее ее выпуск не прошел зря. Использованная здесь операционная система Lisa 7/7 имела оконный интерфейс, буфер, который позволял передавать данные между приложениями и многое другое. Самый первый свой Macintosh компания Apple официально представила 22 января 1984 года рекламным роликом 1984, основанным на сюжете книги Джорджа Оруэлла. Этот клип был назван рекламным клипом десятилетия, получил Гран-при в Каннах и по сей день считается в истории рекламы одним из самых оригинальных. Это событие стало значимой вехой в истории персональных компьютеров. С появлением Macintosh в корне изменилось представление людей о ПК, и были заложены те основы, которые в дальнейшем стали использовать все компьютерные фирмы. В сентябре этого же года Apple начинает продавать компьютеры Macintosh 512K по цене $2495 за штуку. Шли годы, и естественно, что компьютерная отрасль тоже не стояла на месте. В течение всего времени совершенствования компьютеров Macintosh развивалась и их операционная система Mac OS System, то есть расширялись новые возможности, менялись ее отдельные элементы, а также внедрялись новые технологии. Когда Mac OS была впервые представлена в 1984 году,
что для того времени она являла собой совершенство современного программирования. Система с самого начала разрабатывалась с расчетом на то, чтобы любой пользователь, не имея нужной квалификации, впервые сев за компьютер, мог сразу же через несколько минут начать с ним работать, не вникая в технические параметры. Операционные системы для других платформ, которые появлялись несколько лет спустя, предлагали такие вещи, как защищенная память и многозадачность, что в конечном итоге давало лучший пользовательский опыт. Apple не встраивала этих вещей в macOS, потому что микропроцессоры, которые были доступны во время разработки этой системы, не были достаточно мощными. Но течением времени macOS обрастала дополнительной функциональностью и при этом оставалась наиболее легкой в изучении и использовании. Удобство и простота работы в этой системе были одними из главных целей ее создателей, и внутренняя логика взаимодействия отдельных частей операционной системы была в первую очередь подчинена этим требованиям. Когда перед Apple встал вопрос о разработке операционной системы нового поколения, то, взвесив за и против, компания в качестве основы для новой macOS решила воспользоваться разработками фирмы Next, которая использовала операционные системы под общим названием Unix. Именно система OpenStep NextStep стала основой для построения новой macOS. Разработчикам новой Mac надо было обеспечить плавный переход от старой системы к новой, так, чтобы пользователи могли по-прежнему работать с большим количеством уже имеющихся программ, пока не будут созданы более мощные и удобные. Так появилась новая система Mac OS X. На сегодняшний день Apple известна не только благодаря своим уникальным операционным системам, но и спектру производимых компанией технических устройств, который довольно широк. Мультимедийные плееры и проигрыватели, мобильные телефоны и планшетные компьютеры, серверы и мониторы, настольные компьютеры и ноутбуки. Приобретение их для многих вопрос престижа, а компания Apple продолжает развиваться, оставаясь компанией с высокой репутацией и высокой рентабельностью. А если тебе понравился наш ролик и ты пользуешься продукцией Apple, ставь большой палец вверх и подпишись на канал, ведь впереди тебя ждет еще больше увлекательных историй мировых брендов, которые смогли изменить мир.